Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня у нас супер быстрый рецепт. За 20 минут мы приготовим вот такие замечательные слойки с сыром. Этот рецепт для очень занятых хозяек, у которых никогда нет времени, и для тех, кто любит слоеное тесто. Давайте приступим. Тесто мы сами делать не будем, мы воспользуемся покупным. Вообще на моем канале уже есть один рецепт с покупным слоеным тестом, пирог с капустой. Посмотрите, пожалуйста, по ссылочке. Приготовим начинку. В чашку нужно натереть 150 грамм твердого сыра. Желательно выбирать сыр, который соленый. Если нет у вас соленого сыра, то любой другой и слегка присолить. Так получатся слойки вкуснее. 150 грамм сыра натираю на крупной терке прямо в чашку. Натерла сыр. Добавляю к нему одно яйцо и столовую ложку муки. Все тщательно перемешиваем. Все, начинка готова. Откладываем пока в сторону. Доску, на которой будем раскатывать тесто, слегка припорошим мукой. Тесто нужно раскатать в пласт шириной 1-2 мм. Желательно раскатывать так, чтобы прямоугольник или квадрат получился более-менее ровный, потому что нам нужно будет нарезать потом тесто на аккуратненькие квадратики, чтобы получились треугольнички с сыром. Теперь нужно нарезать на ровные квадратики. Так, посмотрим, сколько у нас. Ну, наверное, вот 3 полоски получится. Так, так. Теперь, чтобы получились более-менее ровные слойки, вот так вот закладываем уголок. Тут отрезаем. Еще уголок. Отрезаем. Ну вот, я нарезала тесто, что у меня получилось 6-10 треугольничков и 2 хвостика, с которых мы тоже сделаем слоечки. Теперь нужно начинку положить в слойку. Для этого развернем наш треугольничек и на одну половинку квадратика положим начинку. Начинку нужно хорошенько распределить по этой половинке. Вот таким образом. Складываем пополам и слегка придавливаем. Сильно лепить или зажимать кончики не нужно. Просто приложили, слегка прилепили. Сложила все конвертики, наши слоечки на противень. Теперь их нужно смазать. Смазывать мы будем смесью желтка с молоком. К желтку добавляю столовую ложку молока. Молоко может быть любое. Если нет молока, можно просто взбить целое яйцо вместе с белком и им обмазать слойки. Хорошенько смажем все слойки. Все, друзья, слойки смазаны. Можно отправлять в духовку. Напоминаю, что духовку мы разогрели до 200 градусов. Уменьшать температуру не нужно. Друзья, я достала из духовки наши слойки. У меня ушло примерно 15-17 минут на выпечку. Посмотрим, какие они внутри. Вот такая замечательная слоечка у нас внутри. Все пропеклось, слоеное тесто, сыр растопился. Пахнет замечательно и очень вкусно. Друзья, это очень быстрый рецепт. Быстрая несладкая выпечка к чаю. Это замечательный завтрак. Можно с собой брать эти слойки. Рецепт настолько прост, что даже школьник с ним справится. Я всем вам желаю приятного аппетита. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень важно знать ваше мнение о моих рецептах. Я желаю всем здоровья, счастья. До встречи на моем канале.